Марина, официально вас спрашиваю, даете ли вы согласие на запись этой сессии и использование ее в моих соцсетях, менторингах и по личным нуждам. Я даю вам согласие. Спасибо большое, Марин. И в конце сессии я спрошу вас еще раз об этом же. И вы можете отказаться, никакой проблемы нет. И очень важно, чтобы вот эта публичность не мешала нашей работе. То есть если во время сессии вы почувствуете сомнение, как я сейчас это скажу, а нас же потом все увидят, то вы можете совершенно не переживать и говорить все, что хотите, и в конце отозвать свое разрешение на публикацию, эта сессия не будет нигде опубликована. Да, хорошо. Я сейчас думаю наушники одеть. Давайте, как вам да? комфортнее. Как вам комфортнее? Сейчас попробую. Угу. Нет. Так. Нет? Был какой-то треск, а сейчас скажите. Сейчас нормально. Все, а то мне прям... Сейчас хорошо. Это, видимо, наушники, пока я одевала. Все, идеально. Да? Хорошо. Угу. Я один вот так вот, а то я себя странно слышу, как будто я под водой. Как вам комфортнее? С чем важно поработать сегодня, Марина? Так, ну давайте вот запрос, какой у нас был, какой у меня был, который мы начали разбирать, мы с ним так и останемся. Угу. А можете его повторить? Так, сейчас я после прошлого раза что-то себе записала. Угу. Вы меня спрашивали, что я хочу на 10 баллов, ну точнее там были некоторые вопросы, и хочу ли я их на 10 баллов. Так вот, я подготовила вам эти тезисы, которые я точно хочу на 10 баллов. Угу. Я хочу на 10 баллов развиваться в своем деле, Угу. помогать людям в их развитии и достижении цели. И чтобы были деньги на все, что я хочу. Путешествия, отдых, одежда, эти все наши приятности. Угу. Вот это те вещи, которые я точно хочу на 10 баллов. Угу. Марина, как чувствуете, на чем важно сфокусироваться сначала? Угу. Смотрите, у меня есть такая трудность. Вот у меня сейчас есть уже определенные навыки и знания, да, и я могу их использовать и как в найме, и как самостоятельные, ну вот как самозанятые, ну, просто вот развивать свое дело. И я не могу решить, ну точнее я знаю, что я хочу именно как вот ну, сама развивать, но это трудно и тяжело. И мне как бы из-за этого начинается вот это вот, может, все-таки лучше в найме все-таки я знаю, что я найду, у меня сейчас есть работа определенная, но немного времени занимает. Это, ну, не знаю, временный, не временный проект, пока я в нем, и как бы, ну, он может закончиться, и тогда мне нужно будет еще что-то искать. Вот, но он мне нужен, потому что это определенный доход, и я как бы ну, в нем нуждаюсь. Вот, и у меня, соответственно, вот идет такой, ну, пока как бы мне его хватает, и я могу параллельно что-то делать. Вот, и я думаю, как мне быть дальше. Угу. Вы имеете в виду, как совмещать работу в штате, в найме и фриланс? Ну, вообще, вот, ну, просто бывает такое иногда, что тяжело совмещать, ну, не хватает на все времени, и тогда начинаешь задумываться, ну, там, что все-таки в итоге, что мне больше, вот, наверное, так, я не могу понять, что мне больше принесет дохода, и, наверное, отсюда идет неуверенность именно в себе, в плане, а смогу ли я сама себе такой доход обеспечить не в найме. Наверное, это про уверенность. А как чувствуете? Могу ли я? Как чувствуете, про уверенность или про что-то еще? Ну да, наверное, это про уверенность. Мне кажется, что ну, типа, вдруг я не смогу. Ну, это знаете, как когда не хочется время терять, что кажется, что вот я сейчас начну сама там, теряю время, в итоге и ничего не добьюсь, и не заработала. Ну, тут получается про обесценивание. Марин, и как тогда звучал бы все-таки запрос на эту сессию?
Потому что мы уже проговорили и про развитие в своем деле, и помогать людям, и про деньги, и про то, что выбрать фриланс или в найме, и пришли к тому, что все-таки упираемся в уверенность. Да. Как для вас, когда я возвращаю, на чем хочется сосредоточиться, что будет наиболее продвигающим запросом для вас? Смогу ли я развить свое дело настолько, чтобы в нем, на нем зарабатывать? Я не знаю, насколько это корректно, вы же мне не можете дать этот ответ, и я, Я наверное, не как раз смогу, пока хотела не спросить, а у попробую. кого вы спрашиваете, Марина? Да, вы же мне не можете дать, вы же не знаете. Вот, а я пока не попробую, тоже не знаю. Угу. Ну, пока я пробую. Угу. А когда пробуете, что происходит с уверенностью? Ну, когда есть результаты, я уверена. Тут еще, видите, изначально же у меня был финансовый, да, запрос, и когда, например, у меня цена ниже стояла, все было легко и просто. Ну, люди шли там, у меня не очень большой блог, да, и как бы это пока знакомые какие-то мои бывшие клиенты из прошлой моей деятельности, а вот сейчас это нужно все развивать, и получается, что все по той цене, которая у меня до этого была, они все успели, уже пройти. Сейчас мне нужно дальше двигаться, искать своих клиентов новых. Вот. А как этот Да. процесс связан с уверенностью, как чувствуете? Ну вот сейчас надо будет таргет запускать. И очень страшно, что я его запущу, потрачу деньги, и никто вообще не подпишется. Угу. Вот. И это, наверное, да, про уверенность. Хотя бы, там делаю я все как надо. Я именно вот этим и занимаюсь, СММ, да, продвижением людей, и помогаю им, и все полезное там выкладываю и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, тут же начинается как вот это вот, что много кто таким же занимается, что там с чего вдруг там люди сейчас увидят и прям вот на меня подпишутся. Угу. О чем это для вас? Ну, просто я могу сказать вот так, что люди, которые меня давно знают, они знают, мои сильные стороны, они знают, там, что я классная, там, и правда могу и помочь, и у меня есть сильная сторона, я мотиватор очень сильный, и это всегда так было, что человек на меня смотрит, и, у него есть желание что-то тоже делать, и это все окружение об этом говорит. А тот человек, который меня первый раз увидит там где-то в рекламе, он же этого не знает, и как бы, вот тут такой затык, как бы у меня просто нет стопроцентной гарантии, что вот, если человек подпишется и останется со мной, то через какое-то время он увидит это, потому что я это всегда транслирую и показываю. А что тогда происходит со страхом, что никто не подпишется? Вот я сейчас говорю, у меня его нет, этого страха, пока я с вами тут рассуждаю. Вот, как бы, это, наверное, все-таки не страх, что не подпишется, а вот что вот нету вот этого понимания у меня все-таки внутреннего, как мне все-таки лучше поступить, свое развивать или работать. У меня какая-то, как будто я постоянно с одного стульчика на другой пересаживаюсь. Угу. И думаю, как же лучше, как же лучше. А вот вы заулыбались и стали показывать телом. А что вы чувствуете, когда вы говорите про эти два стульчика? Я чувствую, как-то, как будто мне и то хочется одновременно. Угу. А было бы важно поисследовать именно эту ситуацию? Вот. Да. Угу.
Она такая повторяющаяся часто. Мне всегда много всего хочется одновременно. Угу. Марина, а как можно тогда ее было бы обозвать? Вот эту Это, ситуацию, которая повторяется, да, ну вот своими словами, как она для вас звучит? ну, что я не могу четко выбрать. Но, с другой стороны, я вот конкретно в этой ситуации, наверное, пока еще и не надо четко выбирать. Ну, то есть тут одно и другого по большому счету и не исключает. Угу. Ну, я так считаю, что можно, конечно, ой, может, Марин, простите, а у меня немножко зависла запись. а сейчас? Вот сейчас слышу, да. Повторите, Так, пожалуйста. и на чем я зависла? Что не можете четко выбрать, и стали дальше объяснять, и у меня запрыгало. Вот, что я не могу четко выбрать, но по большому счету сейчас получается, что я как будто бы можно еще и не выбирать. Ну, одно другому не мешает. Я пока еще успеваю и там, и там. Угу. Вот. Тут, наверное, уже больше приходит, что я жду результата вот сиюминутного. Ну, я же вот то, чем я сейчас занимаюсь, именно вот СММ, да, я им не так давно занимаюсь. Сейчас я считаю. 3 месяца получается. Вот. Может быть, тут еще мне надо какое-то терпение проявлять к себе. Угу. Марин, вот слышу много разных. Да, мне кажется, вам так тяжело. Мне бесконечно любопытно узнать, что для вас было бы полезным поисследовать в данной сессии, проработать, усилить, сфокусировать внимание, что в дальнейшем будет приближать вас к вашему наилучшему результату и про финансы, и про самореализацию, и вот про все, о чем мы с вами говорили. Уметь делать четкий выбор, определяться. Угу. Да, давайте вот это. Прекрасно. Вот это уже конкретный коучинговый запрос. Да, мы пришли. Марина, как поймете вот через 45 минут практически, что все, я научилась делать выбор? Как пойму. Или скажу иначе, не четко сказала. Какой хотите идеальный результат к концу нашей сессии? Ну, чтобы, если мне что-то предложили выбрать, чтобы я могла что-то одно из этого выбрать. Так можно или это не четко? Именно к концу нашей сессии. Такой сложный вопрос. Смотря с чего выбирать, конечно, придется. Из огромного многообразия возможных для вас самых лучших результатов, какой был бы самым классным через 45 минут? Ну, чтобы я четко знала, чего я хочу, потому что за 45 минут это сложно. Угу. Да? А как вы обычно чувствуете, понимаете, знаете, что, например, вот я сделала этот выбор, или я четко знаю, чего я хочу? Как это у вас проявляется? Что является маркером? Внутренний отклик, когда сомнений нету, бывает же такое, что когда сомнений нет, Угу. когда вот точно знаешь, хочу или не хочу. Угу. Марина, могу уточнить, когда нет сомнения, тогда что есть? Уверенность в выборе. Угу. Угу. А как она чувствуется, эта уверенность?
Но когда есть уверенность, я сразу что-то делаю. Мгм. Ну, то есть вот захотела, пошла и делала. Ну, там, не знаю, если простой пример, самый банальный. Мгм. Захотела шоколадку в магазине, вот, ну, определенную, взяла ее. А когда стою и смотрю, думаю, хочу или не хочу ее, я не беру. Мгм. А вот эта уверенность, немножко мне проясните, она появляется, вот вы стоите в магазине и смотрите на эти две шоколадки. В какой момент появляется уверенность? Сейчас я просто вот две пытаюсь представить. Я себе одну представляла. Ну, что, в принципе, хочу я ее или нет. А, это у нас задача со звездочкой, если их еще две. Да, если две. С шоколадками, конечно, попроще. Когда эта уверенность появляется, такой сложный вопрос. Ну, посмотрела, увидела. Сейчас расскажу историю про платье, можно? Конечно. Вот я летом себе записывала желание. Ну, просто вот список хочу. Ну, просто, вы знаете, когда из головы записываешь вот это упражнение. Я себе записала, что хочу платье так определенное. Я увидела на картинках, и что я хочу примерно такое вот платье. И мы пошли гулять через пару дней с подругой в Анапе, там рынок с платьями, и там висели платья. И мы остановились, и там было платье, которое вот я себе представляла, но именно то платье мне не подошло, оно мне по размеру не подошло. Но все равно я там посмотрела еще, нашла то, которое мне нравится, даже не про, ну, я по цвету оно не мое было, я знаю, там. Вот, и я нашла то, которое мне нравится, но оно было не моего тоже размера. И там как бы меня не уговаривала вот эта вот продавщица, она меня очень сильно уговаривала, что типа, да, ну нормально сидит, там все дела. Я его все равно не взяла. Вот, но пришла потом другая девушка, которая в размерах разбирается, помогать. И она вот чудным образом нашла мне вот именно на меня. То есть она меня увидела и говорит, да, у вас же размер другой. Все, я взяла это платье. То есть когда я уже точно четко, вот я его одела, поняла, что вот он мой размер, я его взяла. Ну, то есть смысл истории в том, что я себе загадала это платье, оно ко мне пришло, я его узнала по всем параметрам, на себя примерила и поняла, что да, это я его беру, это оно. Мгм. Ну, с шоколадкой, наверное, так же. Если они абсолютно одинаковые, то как бы сложновато. Хотя вот если углубиться, я просто знаю шоколадки, какие мне нравятся тоже. По составу там, чтобы... Ну, в общем, суть в том, что, наверное, вот если так с вещами, то мне надо, чтобы по всем моим параметрам, которые мне важны, мне это подходило. Ну, чтобы это ни была одежда, там, продукт какой-то. Наверное, это можно и дальше применить в жизни. Мгм. А какие параметры самые важные для вас? Если мы говорим, например, не про еду, Про работу. например, про работу, да. Мгм. Так, про работу. Самое важное, чтобы я могла развиваться в этом деле, ну вот на этой работе. Мгм. А, да, это точно, 100%. Чтобы была эмоциональная отдача, это когда ты делаешь и получаешь обратную связь. Ну, то есть не в пустоту, сделал там, получил деньги и все, типа, ну, классно. А чтобы еще обратно там, приходил результат, человек, с которым я работаю, Мгм. либо какой-то там, ну, там, если это на заказ я что-то делаю, текст или что-то такое, чтобы тоже обратно приходила, ну, вот, обратная связь. Вот. Так, это получается у нас эмоция, да, Мгм. развитие, чтобы это было с людьми связано, ну, с общением вообще, чтобы я не одна была, хотя бы какое-то голосовое общение.
Вот. И деньги тоже важны. Ну, все, наверное, эти параметры Мгм. вот такие они. Марин, а как думаете, вот предположим, волшебство случилось, и вы научились прям легко, моментально делать выбор, так как то, что вот мы обсуждаем с начала сессии. Вот чудо случилось, все. Решен вопрос, вообще больше не ваша проблема, умеете, можете, практикуете. Что меняется в вашей жизни тогда? Так, если я смогу делать так ментальный выбор, что меняется в моей жизни? Наверное, я буду быстрее просто к своей цели продвигаться. А цель — жить хорошо. Ну, в смысле, финансовым благополучием. Мгм. А что сейчас мешает продвигаться? Сейчас мешает. Ну, я бы не сказала, что мне что-то мешает. Нет такого, что что-то мешает. Просто нету того, нету быстрых результатов. Вот и все. Может, застряла немножко. Если возвращаться к вот изначальной точке, ну, вообще, как было, да, до рождения ребенка, это еще давно было, и как сейчас. Просто у меня раньше все было очень быстро. Ну, мы когда первый раз встречались, я вам это рассказывала, что я пришла на работу, и я уже там, ну, вот первое мое место работы, 18 лет я пришла, через год я уже работала, я пришла оператором на звонки, заказы принимать по телефону. И через год я уже сидела в другом отделе и менеджером работала по закупкам, то есть выше должности. Через 3 года я работала в другой компании руководителем отдела. Там в другом месте работы я пришла аналитиком, и через полгода я уже стала региональным аналитиком. То есть у меня всегда все так быстро было, и зарабатывала я, ну, довольно-таки неплохо, не супер много, как бы, ну, лучше, чем сейчас. Вот, как бы после декрета все изменилось, я на работу вышла там вообще, ну, меня никто не ждал и не хотел замечать, и я поэтому решила уйти, потому что вообще никакого как это, развития не предполагалось, и я это понимала, что нет, тут точно никак. И я ушла, себе вообще новое придумала дело и ушла. Стала визажем заниматься. Марина, вот в тот период жизни, о котором вы рассказали, что с 18 лет работали, и очень делали успешную карьеру и нормально зарабатывали, а что там было с вопросом о том, как делать выбор? Мне просто всегда предлагали что-то такое интересное. То есть я люблю решать, я не люблю, когда все просто. Ну, то есть это всегда был какой-то рост, решение каких-то задач. Ну, когда ты пришел оператором, тебя перевели в другой отдел, понятно, ты учишь новое, ты растешь. Потом я пришла в новое место работы руководителем. Там просто надо было разгребать, ну, обычно, когда человек уходит, новый приходит, все в кучу, надо устанавливать, делать, создавать систему новую. Создавала. Потом вот эта история с аналитикой тоже там все было не очень легко, потому что когда я пришла на новую должность, у нас уволили директора, был временный директор, нам надо было в этот момент защищать план развития территории, я его делала с временным сотрудником, ну, тоже это было все сложно, потому что, ну, когда нет директора, все гораздо больше у тебя
на тебя задач ложится. В общем, все время какие-то решала важные дела. Важная птица, важные дела решала. Вот. Вот так всегда было. А о чем сейчас смеетесь? Люблю поважничать. А вот могу поделиться, что я слышу? Давайте. Вот я слышу, что у вас большой профессиональный путь с переходом с одного уровня на другой, и предполагаю, что огромное количество успешных кейсов на тему того, а как вы делаете выбор. Наверное, не знаю. Я уже не помню. Я уже не помню. Ну, смысл в том, что мне всегда предлагали то, от чего бы я не отказалась. Ну, то есть то, что мне нравится. Там не было размышлений, идти или не идти. Мне всегда хотелось роста везде. Угу. Всегда хотелось, например, когда я оператором была, меня позвали в другой отдел, потому что все знали, что я хочу роста. Угу. Я ходила и жужжала, что я же такая уже молодец. Все, я тут это делала, и там как бы, люди мне помогали. Поэтому вот, и в другое место меня тоже позвали, потому что, как бы это было через мою коллегу, которая работала в компании определенной, и она там знала, что вот в ту другую компанию нужен руководитель, и то есть она меня пригласила. Как это пригласила? Организовала мне собеседование. Вот. И вот там вот с аналитикой тоже, там уходил наш руководитель, и нас было 3, нам предлагали посоревноваться, сделать тестовые задания. Вот. И еще было смешно, потому что девочки, с которыми я эти тестовые задания делала, они работали дольше, чем я. А я, это, кстати, к манифестирующему генератору. Если вы помните ваш эфир с Оксаной, да, Ксения? Она говорила, что манифестирующий генератор очень часто пропускает некоторые эти этапы и сразу перескакивает. Это 100% про меня. Я просто когда это услышала, так вот и было, что мне, я пришла, люди работают дольше меня, а взяли все равно меня. И вот так. Сейчас мне, кстати, кажется, что тоже похожая ситуация с вот этим вот СММ, с этим наставничеством, потому что я не так давно этим занимаюсь, а я уже там так как бы высоко шагнула. Я причем не собиралась, это так само вот человек, с которым я работала крайний, она сама решила, что я наставник. Во всех отзывах мне так написала, все, я такая. И потом, когда мы начали с Олей разбирать вот в таргете, да, мою стратегию, я стала им рассказывать, что вообще, в принципе, я делаю, и ее коллега говорит, так вы не визуалом там и СММ занимаетесь, вы, говорит, наставничеством занимаетесь. Вот. Был вопрос про выбор. Я напоминаю. В общем, выбирать мне никогда не надо было, в принципе, потому что всегда было вот так вот, от чего бы я и не отказалась. Не стоял такой выбор, что, я сейчас задумалась просто. Потому что раньше я, получается, свободная была, без ребенка, без там каких-то домашних обязательств. И я могла на работе сидеть до ночи. И ничего страшного. Вот, а сейчас я так не могу. Поэтому я и не хочу на работу в найм идти. Потому что это предполагает, что, все равно с таким подходом работы, как у меня, с 9 до 6 это не про меня. То есть я всегда, если работаю, то я прям
работаю с душой. А что значит работаю с душой? Ну, отдаю вот все, что знаю, все отдам, расскажу. Все сделаю, все, что могу в ситуации сделать рабочей, все сделаю. А как это связано с тем, что всю себя отдавать, и как это сказывается в таком случае на ребенке, и как изменилась вообще ситуация для вас сейчас? Ну вот, кстати, сейчас вот эта вот работа, где я подрабатываю, ну как бы такая не основная небольшая работа, я там не с таким подходом, кстати говоря. Ну просто дали задание, я сделала и сделала, и молодец. Чтобы энергия оставалась. Для чего? Ну, для домашних дел. И для домашних, и для своих вот этих собственных. Поправьте меня, если ошибаюсь, Марина, вот для меня это звучит тогда как расстановка приоритетов. Ну да, все правильно. И тогда, опять-таки, поправьте, если я не права, что тогда вопрос сдвигается с того, что как делать выбор, в расстановку приоритетов. Или как вот эти две истории для вас связаны? Так, сейчас я вам про расстановку приоритетов еще расскажу историю. Ладно? Угу. Когда я работала вот этим аналитиком региональным, много, я забеременела первый раз. И первый раз замершая беременность, в общем, была. Я это связываю все равно с темпом жизни, с работой и так далее. Когда я второй раз забеременела, у меня было прямо огромное желание стать мамой, я второй раз просто уже перешла на другую должность. То есть с того момента я уже сделала выбор в пользу ребенка. Вот. Это про приоритеты. Ну, сейчас также получается, наверное. Вот. Еще у меня была установка, но я ее обнаружила у себя, и как бы лучше пошло дело. У меня была установка, что когда у тебя есть ребенок, ты не можешь зарабатывать, в принципе. Вот, я у себя ее обнаружила. И после этого как раз я стала чуть больше, чем ничего зарабатывать. Вот. Наверное, это мне мешало тоже. К чему мы пришли? Марина, а как чувствуете, а в чем на самом деле важность запроса про то, как принимать решения вот именно на сегодня? Как для вас? Насколько это важно? В чем важность? В чем важно? Сейчас я подумаю. Потому что как будто нет какой-то определенности, как будто живешь в неопределенности. Хотя по большому счету как будто нет какой-то четкой цели, что ли. Поправьте меня, если я опять ошибаюсь. Цели у меня есть. Давайте. И я тоже их услышала. И мы начали с того, что как у вас их было много. И минут 10 назад вы сказали, что вы хотите идти быстрее к той цели, которая улучшит ваше финансовое положение. То есть мне показалось, что с целями все в порядке. Их очень много. Наверное, их надо систематизировать и записать.
чтобы было более понятно. Потому что раньше, ну вот в додекретной жизни, я свои четкие цели могу сказать, они такие очень банальные и очень девчачьи были. Выйти замуж и родить ребенка. Построить какую-то карьеру у меня никогда не было цели. Это просто само получалось, что вот так вот раз, все. Ну, то есть у меня не было такого, что вот, я сейчас сюда приду, стану тут, ну, звезда царица полей кукуруза. Ну, не было такого. А когда ребенок родился, все, там, ну, первые 3 года чего, я просто радовалась. Потом вот вышла. Сейчас цель, да, получается просто хорошо финансово, ну, то есть жить, улучшить свой уровень жизни, вот какая цель. Угу. А чтобы ее улучшить, надо понять, каким способом. И в таком случае, вот что как раз этот выбор не дает понять, каким способом улучшить финансовые показатели. Да. Угу. А как думаете, какая может быть выгода у этой ситуации для вас? Не делать выбор или испытывать сложности с этим выбором? И не двигаться на той скорости, про которую вы говорили, которая была раньше? Я, наверное, знаю правильный ответ. Ответственность. Какая выгода не брать ответственность? Хотя я очень ответственный человек. Да, тут, получается, напрашивается ответ про ответственность за себя и свою жизнь. Марина, может, вот подробнее, чтобы я четко поняла? Как взаимосвязано вот это? Так, давайте ответственность? Нет, сформулируем вот то, к чему мы пришли, вот про выбор. Да, мы пришли к тому, что сложно делать выбор, чтобы прийти к своей желанной цели про комфортный финансовый доход. И получается, что вот эта сложность с деланием выбора не дает вам двигаться на комфортной скорости в желаемую сторону, к желаемой цели. Вот мне именно вот эта точка очень, очень интересна. А вопрос какой? В чем может быть для вас выгода этой ситуации? Не делать выбор, плохо делать выбор. Я подумаю. И вы начали говорить про ответственность. И вот тут... Ну да. Сейчас надо подумать. В чем выгода не делать выбор, чтобы идти к этой цели? Это даже надо записать сейчас. Так, в чем выгода не делать выбор, чтобы быстрее прийти к цели? Страх изменений. Я поняла. То есть это не про ответственность, это страх изменений. Нет. Да, это точно не про ответственность. Это про страх изменений. Было бы важно посмотреть в этот страх сейчас. Да, давайте. Как бы вы могли его описать? То есть вот что это такое страх изменений для вас? Это по ощущениям как-то или как это не описывают? Вот как идет вообще, не фильтруя совершенно? Образы, метафоры, ощущения, эмоции, все, что пойдет. Ну, это про то, что надо что-то делать будет. Что-то делать, чего я никогда не делала.
делать что-то, что я никогда не делала. Да. Ну, еще немножко вот тут страшно. Мгм. Волнительно. Мгм. Да, волнительно вот здесь. Ну, все. Марина, есть, может быть, какие-нибудь идеи, предположения, о чем могут быть эти чувства, которые вы показали в теле? Я думаю. Мгм. Не могу сказать. Ну, просто как-то в голове крутится, что просто что-то придется менять. Марина, вот вы рассказывали свой ни разу не маленький профессиональный опыт. И Мгм. предполагаю, что на каждом этапе это было связано с изменениями. И как вы сами сказали, что вы начали 18 лет там, с не очень интеллектуально крутой работы и сделали большой карьерный путь и большой карьерный рост. Мгм. А, Да. Предположу, что, наверное, там тоже изменения были на каждом шагу и неизвестность. Вот был ли там тогда страх что-то менять? Мгм. А чего это его не было? Не знаю. Я никогда не боюсь. Ну, в плане менять. Ну вот, например, мне надо было, ой, не надо было, а когда я решила из офиса уходить в визаж, ну, это же вообще из одного в другое. Я вообще не боялась. Ну, у меня нет такого. м, Я не знаю, нормально это или нет. А, Обычно люди там боятся что-то ну, там, в Инстаграме написать, что они там начали торт печь, еще что-то. Я никогда не парюсь. Ну, как бы я спокойно всегда. Я сейчас поменяла 3 месяца назад свою сферу. Я вообще как бы, ну, для меня это как-то несложно. Ну, просто. Тогда я опять потерялась, Марин. Да, видите, со мной сложно. А, Расскажите мне тогда, о чем этот страх перемен, который вы упомянули прям пару минут назад, и который вы чувствуете внутри себя. Вы показали, что чувствуете его внутри тела. И сейчас вы говорите, что у вас вообще спокойно себя чувствуете, что нету страха. Ну да, такого страха, типа, заявить про себя там, это у меня нет. Страх А страх перемен. перемен тогда это о чем? Ну, просто, может быть, страх перемен в жизни, как бы не... Может быть, такой, не знаю, бред какой-то, типа, что изменится уровень жизни, мы будем по-другому жить, но почему этого нужно бояться, вообще непонятно. А как вы чувствуете? Наверное, это про это. Ну, потому что, по сути, как бы мы с мужем живем практически так же, как я и до этого жила. Ну, как бы у нас там был какой-то определенный уровень жизни с мамой. И я просто переехала, и сейчас я живу практически так же, как вот когда я с ней жила, все то же самое. Ну, практически. Ну, как бы да. Вот. То есть я всю жизнь там живу в определенных условиях, которые, по сути, не меняются. От смены места ничего не изменилось. А тут получается, что
изменится, но, блин, это странно, все же хотят лучше жить там и... Ну, хотя, наверное, не все. Но я же хочу. А мы про всех вообще ничего не знаем. Мы только вот Ну с да, вами да. разговариваем. Это я сама себя спрашиваю. Но получается, я хочу и боюсь. Это странно. Марина, а вот вы сказали, что уровень условий жизни не поменялся, что вот вы жили с мамой, сейчас вы живете с мужем, примерно все одно и то же. А кто создавал этот уровень жизни? Ну, когда с мамой жила мама, Мгм. а когда с мужем, ну, я с ним живу на его территории. Ну, получается, что, ну, как бы, мы даже, как я уже говорила на той вот прошлой сессии, мы живем со свекровью, но, получается, она создавала, хотя мы тоже что-то делали. Ну, все, территория-то ее, не наша. Вот. Но, получается, не я создавала. Не могу сказать, что я. Я Марина, никогда не создавала. а как чувствуете вообще, насколько вы отвечаете за свою собственную жизнь? Процентов В или в граммах? баллах? В граммах? Нет, просто как вы чувствуете? Сколько? Не могу сказать, что я прям такая независимая. Зависимая. Финансово в том числе. Эта финансовая зависимость, она как-то отражается на вашем навыке, назовем условно, делать выбор? Так, там немножко подзависло, но вопрос был вот такой, да? Насколько финансовая вот эта зависимость отражается на моем навыке делать выбор. Да, Правильно? как они взаимосвязаны? Мгм. Да, напрямую взаимосвязаны. То есть что-то глобальное я уже не могу сама выбрать. Только там на каких-то не очень значительных вещах. И какой вы становитесь, когда не можете сделать глобальный выбор? И можете только в незначительных вещах его делать? Ну, растерянный, беспомощный. Да, Мгм. растерянный и беспомощный. Ну, то есть я не могу сама решить. Мне надо это согласовать. Мгм. А хотите как, чтобы было? Ну, мне кажется, что согласовывать, в принципе, в семье это нормально. Ну, как бы, Вообще даже абсолютно если, нормально. ну, даже если это, ну, даже если бы у меня был больше заработок, все равно. Хотя нет, наверное, если бы у меня был больше заработок, и мне что-то такое глобальное нужно было бы, я бы делала просто и все. Так, я сбилась. Какой был вопрос? Я ушла в мысли. Как вы себя чувствуете, когда вам нужно согласовывать? И вы сказали, что если был бы сейчас заработок больше, то вам бы и не надо было согласовывать. Ну да, да. Ну, то есть получается, что я себя чувствую беспомощной и растерянной. Растерянный. Мгм. Да. Так. Что дают вам эти чувства? М. М. Сказать, внимание, наверное, неподходящее слово. Почему-то оно пришло в голову. Внимание со стороны мужа. Мгм. Как вам эта мысль?
Мне не хватает внимания. Как будто бы. Какой-то такой вывод. Пытаюсь это сложить в какую-то логическую систему. Ну, что обо мне заботятся. Я таким образом получаю заботу. Насколько вам это комфортный вариант получения заботы? Ну, я как бы не испытываю какого-то, ну, как дискомфорта по этому поводу. Два вопроса напрашивается. Зачем тогда что-то менять? И зачем тогда разбираться в том, как делать выбор? Это первый вопрос. И сразу задам второй, потому что у нас осталось не так много времени, чтобы вы Да. сказали, куда вы хотите, куда нам важнее будет посмотреть. И еще мне было бы очень интересно узнать, а вот та Марина, которая вообще даже ни с кем не советуется, вот она вообще, что она, вот как вы ее видите? Потому что вы так, когда я Который... спросила, как это было бы для вас, и вы задумались и сказали, нет, она бы вообще бы не советовалась, если бы у меня было много денег. Так, я подзагрузилась маленько. Еще раз вот этот вопрос. Та Марина, Так. просто ее сейчас представим. Который деньги есть, Да, она бы у не... которой столько денег, сколько она хочет, и которая не советуется ни с кем, там, как тратить. Вот что это за Марина? Независимая. От чего или от кого? Ну, ни от кого независимая. То есть она такая сама за себя. Угу. А можно чуть-чуть подробнее? Что независимая, сама за себя. Независимая сама за себя. Знает, чего хочет и делает, что хочет. Угу. А как вот у той Марины, у той Марины стоит вопрос с принятием решений и выбором? Ну, она просто знает, чего хочет. То есть, ну, ей просто дают то, что она хочет. Ну, как бы, как вот было у меня тогда. Просто оно само приходит, вот, без сомнений, грубо говоря. Пожалуйста, можно Так, ладно, подробнее? я вас Кто это вижу. ей дает, что приходит? Вот. Ну, короче, суть в том, что она просто знает. Вот ей, ну, она видит и сразу знает, Угу. да или нет. Вот так правильнее, а то я как слишком странно формулирую. Угу. А что та Марина делает по-другому? Не знаю, живет по-другому. Чуть-чуть подробнее. Ну, просто у нее такой... Ну, то есть это как волк-одиночка. Ну, для меня. Просто другой образ жизни. Угу. Как интересно. Волк-одиночка для меня это волк, у которого нет семьи. Вы об этом? Да, да, да. Как вам такая мысль?
Не знаю. Я немного подзапуталась с этими двумя меня. Получается, такая как будто у меня такое убеждение, что если у меня есть семья, то я не могу быть независимой. Вот. И тогда вот поправьте меня, правильно ли я понимаю, что если у вас есть семья, вы не можете быть независимой, и, соответственно, поэтому есть сложность с тем, как делать выбор и принятие решений. Потому что когда вы не делаете выбор, не принимаете решения, вы чувствуете себя растерянной. Как для вас звучит, когда возвращаю? Не, ну в мелких всяких вещах я могу делать. Да и в глобальных могу. Не могу сейчас ответить, потому что сложно. Марин, немножко зависли у меня. Как раз вот вы показали, что сложно и нет. Не, я что-то немножко подзапуталась, сложно так представить себя в двух людях. Не обязательно в двух людях, просто разные эмоции. Ну да, просто сложновато. Про ту, которая делает выбор, все понятно, какая она. Ну просто я для себя в жизни все равно такая же, вот как мы про ту говорим. Волк-одиночка? Ну да, ну да. Ну то есть нет, все равно я и выбор делаю, как бы и иду туда, куда надо. Наверное, либо вопрос неправильный. Про то, как делает выбор? Ну да. Наверное, неправильно. Потому что самая такая глобальная проблема у меня это то, что я реально много знаю и реально много умею, но, блин, не зарабатываю. И я не понимаю, почему так. И я не знаю, как эти запросы сопоставляются друг с другом и связаны они вообще или нет. А как для вас они связаны? Потому что мы про «не зарабатываю» тоже же начинали. Ну да. Наверное, что-то не так делаю, не понимаю, что. Угу. Марин, могу поделиться? Да, давайте. Вот у меня такое ощущение, что мы вот ходили вокруг чего-то очень живого и очень важного и очень глубокого. И вот оно как-то ускользало, как мыло из мокрых рук. И в конце вы вообще показали, что типа не надо. Вот как для вас и насколько вам кажется вообще важным было бы в следующей сессии посмотреть вот туда, в то, о чем тело хотело сказать, в что-то живое внутри. Или это все не об этом, и важно действительно просто выстроить некоторые логические цепочки, логические уровни. Как для вас будет максимально продвигающим? Наверное, второй вариант все-таки. Угу. Просто все равно, ну как бы... Сейчас у меня такая мысль, может, я вас просто зря мучаю, и все, и в конечном итоге все равно приду к этому ко всему сама.
говоря, что вы меня мучаете, вы меня ставите в положение жертвы, кое я совершенно не являюсь. И я ни одной секунды, успокою вас, я совершенно Не мучилась? не мучилась, и мне действительно это бесконечно интересно. Но конечная цель же нашей сессии, чтобы стало хорошо и понятно вам, Мгм. важно только то, насколько вам комфортно и продуктивно в сессии. Мгм. Вот это единственный маркер правильности процесса. Мгм. Никоим образом не то, что вы меня мучаете. Нет, все равно вот самое главное для меня это вот прийти к результату. Как думаете, если есть что-то, что мешает идти? Потому что я предполагаю, что если бы ничего не мешало, запроса бы не было. Не знаю, может, отсутствие структуры, структурного подхода. Как можете сама себя поддержать в поиске этого структурного подхода, в выборе, принятии решений, в умении принимать решения и делать выбор? Четко прописывать шаги. Да, четко прям себе план прописывать и Это вы имеете в мысли. виду на день или... Ну, вообще глобально. Ну, я, в принципе, там ежедневник веду, но, наверное, более глобально и более четко, потому что никогда нет такого четкого плана. Мгм. Ну, он есть где-то в голове или там не знаю, в 5 пунктах, а вот такого, что прямо вот по мелочи, такого нет плана. Мгм. Будет ли это для вас поддерживающим? Потому что иногда, знаете, некоторые пишут, а потом вечером только читают, что это не сделано, не сделано, не сделано, вообще не открывал страницу. Как для вас? Насколько помогающим, помогающие все эти истории? Нет, они у меня работают. Мгм. Но я не скажу, что я прям все успеваю всегда, Мгм. но работают. Когда начнете писать, Марин? Сегодня? Хотелось бы сегодня. Супер. С чем уходите с сессии тогда? Скажу. Так, ухожу с тем, что надо более четко. Так, во-первых, ухожу с тем, что у меня есть цель, но, правда, просто получается она не по смарту. Вот эта цель, которая жить лучше. Я не знаю, может быть такое или нет. Нормально. А, Конечно, в идеале она должна быть понятная, потому что это так же, как выучить английский. А как вы поймете, что вы уже выучили английский? Не, на самом деле у меня же есть, я забыла просто, уже, пока мы разговаривали, у меня есть и четкая, сформулированная к концу года цель. Мгм. Понимание того, что мне просто нужен четкий план, Мгм. по которому я буду идти. Я очень много отвлекаюсь, Мгм. потому что у меня столько всего, что я очень много отвлекаюсь. Еще ухожу с тем, что я хочу быть все-таки вот такой, ну не волк-одиночка, а вот, ну, вот такая, как я была. Мгм. Я такая бываю иногда, но не всегда. Мгм. Такая, какая я была, летящая, энергичная, огонь. Мгм. Мгм. Вот, с этим ухожу. С целью, тем, что надо написать план, тем, какая я хочу быть. Так, сейчас я еще подумаю. Я думаю про тот момент, который вы сказали, вокруг которого мы ходили.
Мгм. Нужно его разбирать или нет. Не знаю, не могу пока сказать. Мгм. Вроде интересно, но непонятно. Мгм. Марина, еще вот последний вопрос, я могу вопросы задавать до утра. Вот вы сказали так, что у вас очень много всего, и это вот много всего мешает сфокусироваться на четких шагах. Вот это про что тогда все-таки? Возвращаемся к приоритетам или вот это вот что вы показали? Да, тут к приоритетам, наверное, надо все-таки и решить, и понять для себя. Видите, у меня получается и вот эта работа, которая небольшая, и клиенты свои, и учеба, я взяла курс, и ребенок, дом, муж, и к вам я пошла, вот. Мгм. Но, опять-таки, зная вот дизайн человека, для моего типа это, в принципе, нормальный, как бы, Мгм. не знаю, я, наверное, и не смогу в другом режиме. Мгм. Поэтому просто именно в работе взять, вот именно в работе прописать четкий план достижения вот этой вот. И, наверное, все-таки понять, как все равно немножко непонятно мне, хочу я сама себя развивать. Я вроде как и хочу. Я еще про это подумаю. Мгм. Я подумаю, напишу, почему я хочу. И как вы сделали этот выбор? Мне тоже было бы очень интересно узнать. Да. Мне очень важно помогать людям. Мгм. Я вот важно мне все. Почему-то для меня это важно. Мгм. Нет, я никогда свою миссию не исследовала. Может быть, просто это моя миссия, и я ее так чувствую. Мгм. Вот. Возможно, я остановлюсь на том варианте, чтобы работу найти и поддерживать блог именно в том варианте просто помощью людям, не обязательно работой, Во как, фрилансе. да, во фрилансе, а именно вот как бы найти какое-то вот это вот окно людям, где я смогу им помогать. Записать. А вы мне потом что-то пришлете после нашей сессии? А, Не планировала, а что бы вы хотели, чтобы я вам Все, прислала? чтобы мне вот эту мысль, Мгм. она же будет вся у нас Во-первых, у нас записана. есть запись, Да. и запись, конечно, конечно. Сейчас найти окно. Я записала. Мгм. Можем ли заканчивать, Марина, или важно что-то еще проговорить? Как вы чувствуете? Нет, все вроде, все обговорили. Мгм. Хорошо, тогда спасибо вам огромное за сессию. И еще раз спрашиваю, даете ли вы разрешение ее оставить? Да, Мгм. Благодарю вас за смелость, за честность, за такую глубокую работу и всего вам самого наилучшего. И на связи. да, спасибо, Ань. Я вам тогда напишу там, да, в Да-да-да, Инстаграме? по времени договоримся, конечно. Хорошо, Мгм. спасибо. Всего доброго, до Да. свидания. До свидания.